Огромный привет, друзья! Сегодня я с вами поделюсь рецептом традиционных итальянских бубликов. Сегодня мы приготовим винные бублики с анисом. Готовятся они без сливочного масла, без яиц и без молока, что получается еще и очень экономно. Их главная особенность – использование растительного масла и вина, а анис придает им особенный вкус. Конечно, с анисом они намного вкуснее, но по желанию их можно приготовить и без него. Так что пойдемте готовить их вместе. И для этого рецепта нам понадобится 1 стакан растительного масла, 1 стакан сахара, 1 стакан белого вина, щепотка соли, пакетик разрыхлителя, это 15 грамм, и мука. И еще мы будем использовать 10 грамм аниса. Давайте я вам покажу поближе, как выглядит анис для тех, кто не знает. Это приправа, которую часто добавляют в выпечку. И первым делом я заливаю анис стаканом белого вина и оставляю на некоторое время, пусть он немного пропитается. За счет этого смягчится твердая оболочка приправы и раскроется еще больше ее аромат. Вино используйте комнатной температуры. Можно использовать и красное вино, но цвет готовых бубликов будет темнее. Мне больше нравится использовать белое вино. Теперь отправляем вино с анисом в посуду. Теперь добавляю стакан сахара. Стакан у меня на 250 мл. Добавляю щепотку соли и хорошенько перемешиваю до растворения сахара и соли. Теперь добавляю стакан растительного масла. Я использую подсолнечное масло, но можно использовать и оливковое. Добавляю разрыхлитель, слегка перемешиваю и затем постепенно добавляю муку. Из этого количества теста получается много бубликов, поэтому для первого раза можете приготовить, уменьшая ингредиенты наполовину. Муку добавляем до тех пор, пока не получится плотненькое тесто, которое не липнет к рукам. Когда уже тяжело вымешивать вилкой, я вымешиваю руками. И затем неудобно вымешивать еще немного на столе. Вот такое тесто у меня получилось. Видите, не липнет к рукам. И сейчас оставляю его немного отдохнуть, накрывая пищевой пленкой. Прошло где-то полчаса, отрезаю кусочек теста, раскатываю в тонкий жгут. Я люблю их делать маленькими, но вы можете их делать и побольше, так будет даже быстрее. И разрезаю на кусочки. И вот таким образом формирую бублики. Вот такой бублик у нас получился. И отправляю в форму для выпекания. Мы их любим так есть, но по желанию верхнюю часть можно обвалять в сахаре. Стакан сахара может показаться много, но бублики получаются в меру сладкие, не получаются приторно-сладкие. Так что я вам советую делать по рецепту. Вот такие бублики у нас получились.
Моя форма размером 40 на 40, и у меня получились 3,5 формы таких бубликов. И теперь отправляем выпекать. Духовку я предварительно разогрела на 200 градусов и выпекаю до золотистого цвета. Если вдруг ваша духовка сильно запекает снизу, чтобы бублики снизу не подгорали, можете на нижний ярус добавить форму с небольшим количеством воды. Вот и готово. Вот такие аппетитные, румяные, хрустящие бублики у нас получились. Простейший рецепт, но получаются они очень вкусными, а анис придает им особенный пряный аромат. И они отлично подходят как к чашечке чая, так и к бокалу игристого. И как я уже говорила, их можно готовить без аниса и еще с сахаром сверху. Так что экспериментируйте и пробуйте, как больше нравится вам. Если вам понравился рецепт, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь, мне будет очень приятно. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!